Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и сегодня я расскажу вам о своем персональном топе наушников, беспроводных наушников-вкладышей. На ваш резонный вопрос, почему именно вкладыши, я отвечу вам так. Вкладыши имеют несколько положительных моментов, о которых, возможно, вы не знали и не догадывались. Первым и основным из плюсов можно выделить отсутствие давления на ушную раковину и на барабанные перепонки. Некоторые думают, что именно давление, создаваемое напором воздуха, приводит к постепенной глухоте хозяина наушников. Однако это не всегда так. К глухоте приводит, и я неоднократно озвучивал это в своих обзорах, выкручиваемая хозяином на максимум громкость в смартфоне, плеере, либо самих ушах. Плюс постепенное отмирание волосков в ваших ушах из-за использования внутриканалок, но об этом всем вам расскажет Лор. Также наушники-вкладыши более компактны, чем их собратья-внутриканальные наушники, так называемые затычки. Плюс имеют больший диаметр мембраны, и по факту у вкладышей всегда лучше высокие частоты воспроизводятся, у затычек низкие. Микрофон во вкладышах чаще всего расположен в ножке наушника, ближе к источнику звука, хозяина ушей. Что значит, это улучшает качество передаваемого звука. Также при прочих равных характеристиках вкладыши стоят дешевле затычек вследствие более простой технологии изготовления. Во всяком случае, если говорить о лоукосте. Ну и к плюсам и минусам одновременно можно отнести тот факт, что вкладыши не глушат относительно внешние звуки, и поэтому они более безопасны при ношении на улице или занятиях спортом. Хотя есть и наушники с активным шумоподавлением среди них, о них я тоже расскажу. А почему это является минусом? Да потому что вкладыши практически невозможно использовать в шумных местах без шумодава, таких как городской транспорт, метро, самолеты и подобное. Еще одним довольно значительным минусом является отсутствие возможности индивидуальной подгонки амбушюр под свое ухо, так как сменных амбушюр под них практически не предусмотрено конструкцией. То, что приходится покупать в Китае по $1 и потом вырезать под себя амбушюры на свои вкладыши, это не особо удобно. Также вкладыши из-за своей конструкции довольно легко вылетают из уха при активных занятиях спортом, если они вам не подходят по размеру. Для некоторых вкладышей можно подобрать на Али силиконовые накладки, но это чаще всего костыли, которые не всегда помогут. На этой оптимистичной ноте я хочу начать свой обзор, но еще раз напомнив вам, что если брать по звуку, по богатству, по передаче эмоций, по натуральности и всему остальному, при любом раскладе среднего бюджета затычки от тех же анкеров будут звучать лучше, чем вкладыши даже от супертопов. Это абсолютно субъективное лично мое мнение, вы можете не соглашаться, но по иерархии звука идут сначала вкладыши, потом затычки внутриканальные, потом уже накладные, потом уже полноразмерные накладные наушники и колонки. По-другому никак это дело не расположить. Маленький спойлер, все уши из данного топа хороши по-своему и могут найти своего хозяина, поэтому настоятельно не рекомендую перематывать сразу на первое место, потому что у одних огромная автономность, у других качественные микрофоны, у третьих наушников безумно выгодный ценник, притом они не ужасные. Вы обязательно сможете подобрать нужные вам уши, ознакомившись со всеми нюансами представленных устройств. Полетели. На 10 место моего топа я поставлю Edifier Hikate GM5. Все характеристики и размеры на данные наушники из топа вы можете посмотреть по ссылке в описании к данному ролику, а также в полном обзоре на канале. На каждый из этих наушников есть отдельные обзоры с примерами работы микрофона и примерами задержки. Помимо этого, не забываем, что на канале проходит ежемесячно конкурс-розыгрыш 5 Mi-бендов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео вы автоматически становитесь участником. Подписывайтесь с колоколом, а теперь основное, к плюсам наушников Edifier. Это, как не смешно это звучит, RGB подсветка кейса. Очень интересно она смотрится. Также есть особый режим прозрачности, который прямо удивителен для вкладышей. Мало того, что вкладыши в принципе обладают им по умолчанию, так еще и дополнительно завезли его. Минимальная задержка в играх с поддержкой кодека aptX Adaptive. По одному наушники, разумеется, работают. В наличии нереально шикарный комплект. Я первый раз вижу подобный чехол, плюс карабин с лентой для ношения на шее, либо не только на шее. Такой вот интересный шнурок. Разумеется, наушники, бокс для зарядки, инструкция и кабель для зарядки Type-C. Диоды находятся в боксе, и они радуют. 2,5 раза бокс наушники перезаряжает, управление сенсорное. По функциям это перелистывание треков, плей-пауза, переключение с игрового режима в режим проигрывания музыки. Притом по задержке я разницы, если честно, не заметил, а вот при проигрывании музыки звучание и правда улучшается. Активация режима прозрачности, ответ на звонок и сброс звонка. По одному наушники, разумеется, работают. Переподключение между правым и левым происходит бесшовно. Bluetooth версии 5.2, кодек aptX Adaptive уши поддерживают, что хорошо. И разница в звучании с ним и без него крайне ощутимая. Задержки в ютубах и играх я не наблюдал даже на режиме игры. Микрофоны по мне довольно достойные. Динамический драйвер здесь не самый большой, на 12 мм. И по кодеку aptX Adaptive звук объемный, сочный и очень легко поддается корректировке в эквалайзере.
дешевле. Звучание за свою цену вполне достойный вариант. Верхние отлично звучат, без перегрузов на максималках. Средние не завалены. Низкие частоты стандартно для вкладышей урезаны и могут быть восстановлены только в эквалайзере. Логично, что всегда за счет чего-то другого. К минусам данных ушей это швы, которые видны, и я бы не сказал, что у них запас громкости лютый. Особенно приятно, что игровые диоды на наушниках при проигрывании музыки не мигают. Глюков я не наблюдал. Теперь разница по спекам. Производитель пишет, что наушники заряжаются 1,5 часа в боксе с 0 до сотки. По факту за час. И по автономности у меня на 50% громкости они отыграли 8 часов 10 минут. А вот на 100% только 3 часа 40 минут. Режим прозрачности работает по факту прямо по минимуму. Нет сенсоров приближения, нет программы для управления, нет функции мультипоинта, малая максимальная громкость и довольно скромное время работы на максимальной громкости. Резюмирую, кому по внешнему виду зашли, советую. Уникальное устройство. Напоминаю, что здесь есть функция прозрачности. Выглядит по-игровому, но стоимость довольно приличная, даже на Али. Напоминаю, что в описании к видео есть как ссылки на обзоры, так и ссылки на Алиэкспрессе на покупку всех наушников. Единственный момент, не забываем, что во время распродаж все это стоит иногда даже в разы дешевле. Бывают промокоды, подписываемся на телеграм-канал со скидками. Там я стабильно гружу промокоды во время распродаж на Алишке. Больше напоминать про это не буду. Еще раз не забываем, что выгодно покупать разумно, невыгодно неразумно. На 9-м месте у меня разместились Xiaomi QCY T12. Кратко по спекам данных наушников. 6 часов автономности, что для вкладышей просто супер. Неплохие микрофоны, игровой режим, странные диоды и открытый кейс. Если кратко, они являются более бюджетной версией Xiaomi Feel CC и Feel CC 2 с меньшей брутальностью и в 3 раза дешевле. Упаковка аскетична. Наушники, бокс, инструкции, даже нет зарядного кабеля Type-C. Вот такие они экономные. Бокс на 380 мАч емкостью легкий. Наушники вытряхнуть можно, но просто так они не выпадут. Заряд бокса можно узнать только по диоду. Хватает бокса на 2,5 перезарядки наушников. Бокс заряжается 2 часа. Наушники в нем в среднем 1,5 часа с 0 до сотки. Наушники полностью из пластика, глянцевые. Внутри наушников драйверы на 13 мм. Ножка очень толстая. Сборка по качеству слегка страдает, но на то и у них и стоимость вообще никакая практически. Как обед в кафешке. Швов море, но видны только вблизи. Сетки звуководов металлические, сенсоры обозначены бороздкой. Автономность больше заявленной производителем. Bluetooth версии 5.1 без обрывов, с бесшовным подключением по одному они работают. Через 2 стены ловят. При работе диоды в наушниках не мигают. Заряд наушников можно увидеть в шторке любого телефона. Для подключения к программе QCY нужны костыли в виде смены региона и языка. Прошивку нужно обновлять. Тапы настраивать можно. Эквалайзером нужно подстраивать звук под себя обязательно, и он есть в программе. Перезагрузить уши можно с сенсоров. Сенсорные команды: вызов голосового помощника, изменение громкости, сброс звонка и ответ на звонок. Плюс переключение треков и активация игрового режима. Микрофоны, как по мне, довольно приличные. Минусы. Оставшийся заряд бокса из анимации не узнать. Кодеки только AAC и SBC. Задержка только в YouTube терпимая. В играх вообще печаль. Датчика приближения нет. Нет функции мультиподключения. Защита от влаги скромная, IPX4. Анимация при подключении нет. Быстрой зарядки наушников и кейса нет. Звучание для этой стоимости относительно сбалансированное. Середины, правда, почти тоже нет. Бас для наушников нормальный. Опять же, помним, что это вкладыши. Хорошо, что он вообще есть. На максималках не хрипят, притом запас громкости более чем достойный для всех, даже сверхдостойный. Объема ожидаемо мало. Цена по ссылке в описании к видео стабильно ниже, чем $20. Да, наушники крупные, но это не реплика, а отдельный продукт. На 8-м месте моего топа уши OnePlus Buds. Плюсы у данных ушей следующие. Более крупные, чем у других, 13-мм драйверы. По 3 микрофона в каждом наушнике. Система шумоподавления CVC для звонков. Dolby Atmos. Защита от влаги IPX4. Сенсорное управление. Сенсор приближения работает. Аккумулятор на 35 мАч и 7 часов автономности с каждого наушника. 30 часов с кейсом, 10 минут зарядки, 10 часов работы. Обновление, к сожалению, пока только с гаджетами OnePlus, как и поддержка Dolby Atmos. Упаковка стандартная, сборка отличная. Зарядка по кабелю Type-C, кейс большой, матовый. Вес кейса 37 граммов, без наушников. 2 раза кейс наушники перезаряжает. У кейса есть функция быстрой зарядки при использовании фирменной зарядки Warp Charge. 10 минут заряда дают 10 часов проигрывания наушников после зарядки в кейсе. Сами наушники глянцевые, огромные. И да, вы однозначно сможете их в уши себе поместить. И даже через недельку, а может быть и раньше, вы перестанете их ощущать. Но не факт. Но по сравнению с AirPods они огромные. Вы их почувствуете сразу. Носить некомфортно лично для меня. Влагозащита класса IPX4 скромна. Google Fast Pair на борту. Анимация есть, но с настройкой только для телефона
телефонов OnePlus. Автопауза работает как с iPhone, так и с Android. 7 часов на 60% громкости отрабатывают. Преимущество — это сопряжение именно с устройствами OnePlus. Это уменьшение задержки звука в режиме Fnatic для игр. Сегодня есть следующие функции управления с ушей. Это переключение треков, голосовой помощник и плей-пауза. При этом функций будет только две. Обе активируются двойным тапом либо по левому, либо по правому наушнику. Заряд наушников в фоне показывается, заряд бокса только в телефонах OnePlus в меню. Bluetooth 5 версии задержка минимальная как в играх, так и в YouTube. К минусам. Первый минус — это микрофоны. На данный момент, по мне, они очень плохие. С прошивкой, конечно, их допилили, но не идеально. Беспроводной зарядки бокса нет, поддерживаются кодеки только SBC и AAC. Звук пустой даже с OnePlus 7T Pro, он просто плоский. По звучанию здесь басов нет вообще, даже с телефонами OnePlus. И на других моих телефонах басы я в этих наушниках не нашел. Эквалайзер тоже не помог, на максимальной громкости каша. По звучанию очень напоминают первые убогие подделки от AirPods, которые сгорали в первую неделю использования. В наличии только верхние частоты, середины тоже уловимо мало. Давно не слышал такого плохого звучания лично для себя. Есть две версии наушников: китайская и глобальная. В китайской версии нет Google Fast Pair и анимации при подключении. В глобальной есть. Цена по ссылке в описании к видео в районе $60 с бесплатной доставкой. Их красная цена по звуку, учитывая, что форм-фактор у них вкладыши, максимум по мне $30. Но то, что это OnePlus, и то, что у них просто лютая автономность, их поставило на 8-е место. Плюс у них чертова туча фанатов, которые у них слышат звук хороший, и с ними я спорить не буду, на вкус и цвет все фломастеры разные. OnePlus молодцы, что начали делать ТВСки, не молодцы, что они таких больших габаритов. На 7-м месте у меня SoundPit True Air 2. Коротко по плюсам данной модели. Это одни из самых достойных и доступных вкладышей на рынке. Приличные микрофоны, на борту есть поддержка кодека aptX, Bluetooth версии 5.2, минимальный вес, отличные тактильно приятные материалы, минимальная задержка в играх, серьезный запас громкости. Комплектация: короткий кабель Type-C, наушники, блок зарядки, инструкция на английском языке и все. Бокс для зарядки с наушниками почти ничего не весит. Бокс, форма, пудреница, зарядка от Type-C. Рядом со входом для зарядки есть одинокий индикатор зарядки. Горит красным, когда заряжается. Как только бокс заряжен, они гаснут. Аккумулятор внутри на 300 мАч до 100% заряжается 1 час 20 минут. Одновременным зажатием сенсоров при нахождении ушей в боксе можно сбросить их настройки к заводским. Наушники входят в режим сопряжения сразу после изъятия из бокса, сопрягаются, как и подключаются уши, молниеносно. Хватает бокса на 3 полные перезарядки наушников. В кармане носить бокс удобно. Наушники, управление сенсорами, лично мне оно не понравилось. По функциям на сенсорах плей-пауза, перелистывание треков, сброс звонка и ответ на звонок. Вызов голосового ассистента и изменение громкости. Сенсоры работают не очень, лично опять же по мне. Автономность на 100% громкости по кодеку AAC составила 4 часа, учитывая, что вы слушать на сотке их вряд ли сможете. На 50% громкости они отыграли у меня 5,5 часов, заряжаются в боксе за 1,5 часа, внутри куалкомовский чип 3040, Bluetooth версии 5.2, через 2 стены наушники ловят. Кодеки поддерживаются AAC, SBC и aptX. Задержка звука минимальна. В играх и YouTube комфортно. Звучание при громкости свыше 70% каша, но без писка и срывов. Ужасно большой запас громкости, по мне слегка бесполезный. Средних частот больше, чем нужно. Басов много, но они здесь плоские. Да, не все вкладыши могут воспроизводить басы. Среднего баса мало, для большинства они будут однозначно лучше бюджетных вкладышей QCY и однозначно громче всего, что я слышал у QCY. К минусам: нет беспроводной зарядки, нет быстрой зарядки, кнопки у бокса для сопряжения или сброса настроек никакой нет, мультиподключения и сенсоров приближения у наушников нет. Все как было средне, так и осталось, но может быть слегка лучше, чем первая версия. Звуковод все такой же острый и не всем подходит. Помехи уши не ловили, но если вы будете использовать один наушник без помещения второго в бокс, допустим, бросать себе в карман, помехи будут постоянными и лютыми. По одному наушники работают, но переподключение однозначно не бесшовное. Оно здесь около 2 секунд с оповещением о переключении на правый или левый. Также к минусам отнесу то, что нет программы для переназначения тапов и отключения сенсоров. Нет даже намека на защиту от влаги. Сомнительная сборка и форма. Многим физически не подходят. На 6-м месте моего топа я поставлю Oppo Enco Air. Плюсом данной модели могу отнести изменение громкости с ушей и игровой режим, минимальные габариты самих вкладышей. Быстрая зарядка, за этот ценник лучшие вкладыши по качеству материалов, удобству и задумке лично для меня. Программу нужно будет качать по QR-коду из инструкции. Hey Plus для управления наушниками бренда BBK. Из Play Market пока эти уши не видят. Но та, что скачивается по QR-коду, подключает к себе наушники без проблем быстро. Комплектация: наушники, бокс для зарядки, кабель для зарядки и инструкция, которую нельзя выбрасывать. Там нужно
нужный нам QR-код. В программе только переназначение этапов, которых здесь не так и много. Удобно, что в проге виден заряд наушников и бокса. Помимо заряда вы можете назначить тапы. Среди функций управления громкостью, перелистывания треков, плей-пауза, вызов голосового помощника и активация игрового режима. Бокс умный. Уши подключаются после открытия крышки. Никаких кнопок сопряжения нет. Бокс емкостью 440 мАч и хватает его на 4,5 полных перезарядки наушников. Наушники заряжались с 0 до сотки каждый раз менее часа. В целом, по моим тестам, наушники в паре после 10-минутной зарядки играют ровно 1,5 часа на 100% громкости, на которой я бы вам слушать их не советовал. Она здесь с перебором. На 100% громкости уши отработали на одном заряде ровно 4 часа 40 минут. Вполне достойно. Сборка наушников издалека кажется отличной. Размеры и вес минимальные, в ушах сидят удобно. Подключение просто молниеносное. По одному наушники работают. Bluetooth версии 5.2 самый новый, через 2 стены ловят свободно. Микрофризов, заиканий и глюков с ушами не было. Переподключение между левым и правым происходит также бесшовно. По одному наушники, конечно же, работают. При активированном игровом режиме видимой задержки в ютубах и играх нет. Микрофоны относительно хорошие, звук и здесь минус. Не отрабатывают они свою стоимость, лично по моему мнению. Средние, конечно, без претензий, для вкладышей хороши, но высокие на максималках начинают шуметь кашей, а низких частот практически не слышно. Возможно, именно в моем экземпляре такая беда, но вот так. В целом, я уверен, что с новыми прошивками они это дело улучшат. Громкость с запасом, в целом, в принципе, звук дешевым не назвать. Объем присутствует, цена по ссылке в описании к видео в районе $38. Как всегда, минусы есть. Нет сенсоров приближения и вместе с ними нет автопаузы. И с обновами сенсор приближения появиться у вас не может, он физический. Нет шумоподавления и функции прозрачности, блестящие контакты ножки могут многих раздражать. Нет функции мультипоинта, защита от влаги ультра скромная, IPX4, анимация только в телефонах Oppo, кодеки поддерживаются только стандартные AAC и SBC. Вы заметили, как я каждый раз размещаю минусы в конце, чтобы никто о них не забыл? Так вот, эти уши я все равно советую по сумме факторов: уникальный внешний вид и неплохие микрофоны с добротной автономностью. Звук 9 из 10 человек посчитают достойным. На пятом месте я поставил еще одни уши от фирмы Oppo, это фактически их клон Oppo Enco Play. Кратко по основным плюсам. Это легкий вес, Bluetooth версии 5.2 с низкой задержкой и высокой стабильностью соединения. В наличии особый режим улучшения вокала, что по большому счету для вкладышей не особо актуально, но довольно интересно. И самое интересное, что этот режим здесь работает. Емкость аккумулятора зарядного бокса 300 мАч. Защита от влаги номинальная, такая же IPX4, в ножках диодов нет, что хорошо. Сенсорное управление без ложных нажатий, притом есть возможность изменения громкости прямо с наушников. Драйвера стандартные на 12 мм, форма для вкладышей также стандартная. Есть программа для управления, притом она работает и наушники находит, и это хорошо. В комплекте все штатно: наушники, кабель для зарядки Type-C, бокс для зарядки и документация на китайском языке. Вес у бокса ровно 32 грамма. Вес одного наушника 3,7 грамма. Наушники в боксе располагаются вертикально, в ножках контакты для зарядки. На внешней фронтальной стороне бокса имеется одинокий диод индикации состояния. По нему можно определить оставшийся заряд. Заряд можно увидеть в программе только если у вас телефон Oppo. Заряда бокса хватает на 3 полные перезарядки наушников. Цилиндрическая ножка с сенсорной панелью с тапами, которые можно настроить через приложение. Напоминаю, если у вас вылетают наушники-вкладыши по той причине, что они для вас слишком большие, вы всегда можете купить силиконовые насадки на Алишке. Иногда AirPods-овские насадки не подходят, но здесь они точно подойдут, и стоят они где-то центов 50 на Алиэкспрессе, и вы всегда можете сделать дырочки там, где вам нужно, если у вас, допустим, вкладыши с сенсорами приближения. Такой вот мини-лайфхак от Польза.нет. Есть функция плей-пауза, вызов голосового помощника, сброс звонка и ответ на вызов, перелистывание треков, активация игрового режима, а также управление громкостью. Для полноценного удобного использования нужно скачать приложение Hey Melody. На коробке есть QR-код для скачивания. На iPhone приложение в России на данный момент для работы недоступно. На Android оно есть, но при условии, что вы будете скачивать по QR-коду, а не через Play Market. То, что в Play Market не работает. Сопрягаются наушники быстро, подключаются автоматически с ранее сопряженным устройством. Bluetooth не отваливается на расстоянии до 10 метров. Через одну стенку наушники ловят свободно. По одному наушники работают. Автономность на 100% громкости 3 часа 50 минут. На 50% почти в 2 раза больше, около 7 часов 10 минут. Громкости лично мне хватает. Время зарядки наушников 1,5 часа, наушники плюс зарядный бокс 2 часа. Звучание, объем есть, басов, помня, что это вкладыши, в принципе не про бас, более чем достаточно. К минусам беспроводной зарядки, к сожалению, нет, так же, как и быстрой зарядки наушников. Сборка
Сборка хорошая, но из рук они выскальзывают, хотя из ушей они не вылетают, но заляпать эти наушники своими отпечатками вместе с кейсом ничего не стоит. Но все же на белом не так видно, как на черном. Сенсоров приближения нет, как и нет автопаузы. Поддерживаемые кодеки лишь AAC и SBC. По микрофонам я не назову их суперскими, но и плохими тоже. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой будет в районе $39, на распродажах, возможно, даже дешевле. Резюмирую, уши для своей цены хороши. На 4-м месте моего топа находится Xiaomi Halo GT6. Плюсом отнесу удобный маленький кейс, в ножках диоды индикации, которые аккуратно вставлены в дизайн наушников, а во время работы не мигают. Сенсорное управление без ложных нажатий. По спекам емкость аккумулятора одного уха 35 мАч с автономностью более 5 часов на 50% громкости. Носить уши очень комфортно, выглядит прилично. В комплекте наушники, бокс для зарядки и краткое руководство на 2 языках, один из которых английский. А вот кабель для зарядки Type-C не положили. В боксе, несмотря на размеры, аккумулятор не самый маленький, на 310 мАч. Бокс скользкий, при использовании во время тестирования и в принципе при использовании несколько раз выскальзывал из рук. И где на него купить чехол, пока лично для меня загадка. На Али их нет. Внутри кнопок никаких нет, с лицевой стороны есть индикатор, по нему можно определить оставшийся заряд. Наушники внутри драйвера на 12 мм. В пользовании наушники комфортные, форма у наушников в виде цилиндра, ножка правильной формы. Размеры и вес миниатюрные, очень легкие, дискомфорт в ушах не чувствуется. На дне ножки находятся разговорные микрофоны, и еще один микрофон находится в верхней части гарнитуры. Автономность рандомная, иногда уши играют около 4 часов 20 минут, иногда больше 5 часов, притом на одной и той же громкости. Я подобного еще, если честно, не встречал. Магия электронов. Автономность со 100% зарядами бокса и наушников до 20 часов. Полный цикл зарядки наушников 1,5 часа, кейса 2 часа. В шторке телефона виден заряд наушников, управление тапами, функции плей-пауза, навигация по музыке, включение и выключение низкой задержки для игр, вызов голосового помощника, сброс звонка и ответ на вызов. Bluetooth версии 5.2, сопрягаются наушники быстро, подключаются автоматически сразу после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством. По отдельности наушники работают, подключаются по одному также быстро. Переподключение между наушниками происходит почти бесшовно, по стабильности соединения вопросов к ушам нет. Микрофризов по минимуму. В YouTube задержку не заметишь, а вот в играх не хорошо и не плохо, средне так. Микрофоны рабочие, но восторга от них у меня нет. Звучание. Объем есть, басов до боли мало, что в принципе неудивительно для данного форм-фактора. В целом однозначно соответствует цене. Хороший звук для вкладышей, тем более от Xiaomi. К минусам автопауза не работает, само собой. Поддерживают уши только кодеки AAC и SBC. На максималках немного хрипят, запас громкости маленький. На максимальной громкости появляется каша из средних, низких и высоких частот. Цена по ссылке в описании к видео в районе $22, с промокодами или на сейлах еще дешевле. Резюмирую, наушники не обладают супермикрофонами или вау-звуком, но качество свои ценником отрабатывают на 100%. Тройку лидеров моего топа открывают уши Xiaomi, а именно беспроводные наушники-вкладыши FeelCC 2. Это продолжение первых FeelCC 1. Плюшками данных ушей являются игровой режим, самая быстрая зарядка наушников, которую я видел, от 0 до сотки за 44 минуты, и всего за 5 минут в боксе вы получаете еще час звучания. Напоминаю, что внешне они от первых FeelCC не отличаются практически ничем. По громкости можно их использовать как маленькие колонки, при максималках слух можно испортить довольно быстро. Сенсоров меняется громкость, Bluetooth версии 5.2, и учитывая ценник, это по мне самое выгодное предложение по цене-качеству среди вкладышей на рынке на данный момент. Заряд бокса можно увидеть в программе, что очень удобно. Автономность наушников с боксом бодрых 32 часа, комплект стандартен, бокс для зарядки наушников, наушники, кабель для зарядки, инструкция. Бокс нестандартной формы, заряжается по кабелю Type-C. Заряд бокса можно увидеть в программе. С 0 до 100% бокс заряжается за 1 час 10 минут. Магическая функция данного бокса — быстрая зарядка наушников. За 5 минут в боксе наушники получают возможность играть целый час на 50% громкости. При том, что для полного заряда наушников боксу необходимо по заявленным спекам 50 минут. По факту бокс у меня зарядил наушники полностью с 0 до 100 за 44 минуты. 5 раз наушники бокс перезаряжает полностью. Наушники. Емкость одного наушника 30 мАч, и несмотря на самую большую громкость, которую я встречал во вкладышах, автономность на максималках у них оказалась 4 часа 36 минут. Внутри супермодный драйвер на 13,1 мм с титановым покрытием. Сенсоры управления на ножках по мне гиперчувствительные, к ним нужно привыкать. Есть два варианта подключения функций сенсоров, отключать их нельзя. По одному наушники работают, функции управления: плей-пауза, голосовой помощник, перелистывание треков и изменение громкости. На эквалайзер отзываются хорошо. Эквалайзер встроен прямо в программу, возможность обновлять прошивку, разумеется, в наличии. Задержек, микрофризов и провалов не было, через две стены ловили. Микрофоны работают хорошо, но не на улице. Когда разговариваешь рядом с оживленной дорогой, собеседник слышит почти
одни шумы. Звучание, нереальный запас громкости, очень чуткая реакция на все, что вы делаете в эквалайзере. Производитель перемудрил с верхними частотами, которых здесь избыток, как, впрочем, и басов, и прилично так поедается середина. Странно это слышать про вкладыши, да, переизбыток басов. Они здесь, конечно, без среднего баса, но их слишком много. Есть пользователи, которые слышат шум на минимальной громкости или при переключении треков. Лично у меня шума нет. На максималках каши тоже нет, но максимальная громкость критично высокая. С ней стоит быть аккуратнее. Недостатки, как всегда, их хватает. Вся программа на китайском, приходится либо использовать Google Translate, либо качать программу на русском с FOPDA. По защите от влаги все скромно, только от брызг, ну и на том спасибо. Сенсоров приближения нет, кодеки только AAC и SBC. Конкретно помогает игровой режим, который активируется в программе. Нет беспроводной зарядки кейса. Форма кейса подразумевает повышенное загрязнение, минимальное отличие от прошлой версии внешне. Странная быстрая зарядка с плавающей автономностью наушников. Кейс заряжается 70 минут с 0 до сотки. Китайский язык в оповещениях. Перекручены высокие частоты. При работе с телефонами Xiaomi микрофоны работают лично у меня ужасно. Цена по ссылке в описании к видео, иногда $50. Если видите ее, то считайте, вам повезло. Обычно они стоят дороже. На втором месте расположены Halo Mori Pods. Плюсов у них более чем достаточно. 4 цвета на выбор, супер низкая задержка при игре. Они просто отлично выглядят, адекватные габариты, хорошие микрофоны, классный и удобный матовый кейс. Новейший Qualcomm-овский чип 3040, поддержка кодека aptX Adaptive, разумеется, на борту. Bluetooth версии 5.2, управление сенсорное, без ложных нажатий. Неплохие микрофоны, 4,5 часа автономности на 100% громкости, на которой я вам слушать однозначно их не советую. Внутри упаковки наушники, бокс для зарядки, кабель Type-C для зарядки бокса, инструкция на английском языке с картинками, что довольно удобно. Бокс матовый, швы видны. Остаток заряда можно узнать только примерно по одинокому диоду, когда бокс полностью заряжен. При подключении кабеля диод не горит. Когда нет, горит красным. Бокс от 0 до 100% заряжается за долгих 2 часа, как и наушники в боксе с 0 до сотки у меня зарядились за 1 час 20 минут. Емкость бокса 310 мАч, у меня ее хватило на 2 полные перезарядки наушников и еще на 70% в третий раз. Наушники могут работать по одному, управление сенсорное, при помощи сенсоров можно сбрасывать их настройки к заводским. В каждом наушнике по диоду индикации сопряжения на верхней грани наушника, при работе не мигают. Все системные звуки пиканьем, за что спасибо. Флагманский чип с поддержкой кодека aptX Adaptive, разумеется, AAC, SBC тоже кодеки поддерживаются. Задержка в YouTube играх не ощущается совсем. Переподключение бесшовное, через 2 стены ловят свободно. Микрофоны мне понравились. Звучание. 12-миллиметровый динамический драйвер выводит на максималках довольно опасную громкость. Притом на громкости свыше 80%, хотя хрипов и срывов нет, звук становится очень плоским. Объем вообще пропадает. Долбилку на максимуме слушать можно, но не более. Басы есть, но они здесь слегка плоские, их однозначно нужно выводить эквалайзером, хотя это ожидаемо для бюджетных вкладышей. Середина не обрезана, а вот верхние частоты наушники выводят поразительно приятно. Насыщенно, и для тех, кто любит долбилку, достаточно громко. С айфонами тоже играют достойно. Минусы есть. Подключение наушников к ранее сопряженному устройству происходит только после их изъятия из бокса. Функции управления менять нельзя, из них только play-пауза, перелистывание треков, вызов голосового помощника и сброс звонка и ответ на него. Ложные нажатия случаются, но сенсор в целом по отклику понравился. В наушниках нет сенсоров приближения, в программе не подключить во всяком случае на данный момент. Нет функции активного шумоподавления, нет модуля NFC для быстрого подключения, нет возможности изменять громкость, посредственная защита от влаги всего IPX4, нет беспроводной зарядки бокса, нет быстрой зарядки, нет мультипоинта. Уровень оставшегося заряда показывает в шторке неравномерно, последние 12% уходили в течение часа. Не во всех телефонах виден оставшийся заряд в шторке. Конечно же, нет анимации. Цена по ссылке в описании к видео в районе $30 с бесплатной доставкой. Резюмирую, советую однозначно. Эти ушки мне понравились дизайном, простотой и честностью характеристик. Если у вас нет от $100 и больше, то это однозначно должен быть ваш выбор, если внешне они вам зашли. Первое место моего топа по праву принадлежит Huawei FreeBuds 4. И вот почему. Уникальный эргономичный дизайн бокса, созданный в этот раз с учетом формы ладони, удобное сенсорное управление, регулировка громкости, активное шумоподавление версии 2.0, которое работает в отличие от FreeBuds 3, в которых активный шумодав был для мебели, и режим прозрачности. Анимация при подключении, правда, лишь с телефонами Huawei, программа для комфортного управления, настройки тапов, а также обновление прошивки. Плюс есть беспроводная зарядка, но только для китайской версии. До 22 часов воспроизведения музыки с боксом, интеллектуальное определение посадки в ухе для точной и качественной передачи звука, огромный динамический драйвер LCP на 14,3 мм внутри каждого наушника, сопряжение
слежение с двумя устройствами возможно. Наш любимый мультипоинт. Нереальный для вкладышей активный шумодав, топовые микрофоны, в упаковке бокс для наушников, наушники, документация вся на китайском, кабель для зарядки бокса. Опять же, это в китайской версии. Бокс изготовлен из матового пластика по форме ровный, симметричный, круглый. У меня серого цвета, есть в продаже еще и белого. Белого у меня тоже есть, но это глобалка. Сравнение, кстати, глобальной и китайской версии можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Разница есть, притом даже в микрофонах вы это услышите. Примеры микрофонов, напоминаю, что для каждых наушников есть в обзорах отдельно большие и емкие. Сможете услышать, как они в тех или иных условиях у вас будут отрабатывать, так же, как и задержки. По корпусу расположен разъем для зарядки USB Type-C, световой индикатор заряда и изображение логотипа компании-производителя. Сбоку еле заметна кнопка сопряжения с устройствами. Выглядит стильно, диаметр бокса составляет 58 мм, весит 39 граммов без наушников. Емкость аккумулятора в боксе 410 мАч. Полный цикл зарядки от родного USB 1 час. Беспроводная зарядка на борту, но индикатор не показывает, что кейс заряжается. Это можно узнать только через главный экран приложения. Вкладыши невыносимо сильно пачкаются. По корпусу на каждом наушнике расположена сенсорная панель по всей внешней стороне ножки, два не выделяющихся контакта для зарядки и микрофоны. Каждый наушник оснащен собственным усилителем мощности басов, который тоже работает. Сенсорное управление простое и понятное. Из тапов: управление громкостью, вызов голосового помощника, управление вызовами, переключение музыки, активация и отключение шумоподавления. Сопрягаются со смартфоном быстро, заряд шторки смартфона виден. В наличии мультипоинт работает со всем. Сенсоры приближения работают без задержек, по одному наушники работают, переподключаются бесшовно. Двухрежимная запись звука HD 48 кГц. После 15-минутной быстрой зарядки от 0 до 70% заряда они смогут отыграть на 100% громкости по кодеку AAC 2 часа 40 минут с включенным активным шумоподавлением. Полный цикл зарядки 1 час, как и у бокса. Официальное приложение Huawei AI Live доступно на Android и на iOS системах. Перевод у него адекватный, можно обновлять прошивку, что нужно сделать обязательно. Bluetooth версии 5.2 через 2 стены ловят, но не больше. Фризов нет, не отваливаются. Задержка на YouTube и в играх незаметная, обычная глазу. Как по мне, шумоподавление работает хорошо, голос сильно не искажает, звучание лучшее среди вкладышей, что я слышал, при том как на Samsung, так и на OnePlus или на iPhone, ну исключая двух моделей, о которых я скажу потом. Бас для вкладышей просто уникальный, глубокий и объемный. Да, чуда не произошло, здесь не особо много среднего баса, и о слоистости речи не идет, но он с панчем, и он здесь есть. Разумеется, средние и верхние частоты звучат просто волшебно, звук голоса передается максимально натурально, и главный плюс подобных ушей: вы можете послушать их в любом магазине, их уже давно продают в России, не только. Но напоминаю, что глобалка от китайской версии отличается. К минусам кодеки только AAC и SBC, защита от пыли и брызг скромная IPX4, с активированным активным шумодавом звучит все, разумеется, хуже, но это не удивительно. Также из минусов отмечу скользкий дизайн наушников, микрофон в ножке не защищен и быстро забьется грязью, да и побольше бы автономность была. И, конечно же, цена. Помимо этого, разумеется, анимация только на телефонах Huawei. Цену на наушники можете посмотреть по ссылке в описании к видео. В России она космос, в Китае не намного дешевле, но в Китае больше плюшек у ушей. Резюмирую, наушники топ, цена кусается. Если выхватывать на сейле, то будет супер, но неизвестно, еще сейлов с ними не было. Сколько они скинут? Звук порадовал, как и совершенно поразительно низкая задержка. Давно не было столько плюсов и только незначительные минусы. Вне топа я хочу разместить Vivo TVS образца 2019 года. Причин тому несколько. Например, очаровательная градиентная окраска кейса, 5 часов автономности на максимальной громкости, 2 емкостных датчика, которые отрабатывают как сенсоры приближения, только надежнее, и Qualcomm-овский Bluetooth версии 5.0 5126 с двухъядерным процессором на борту и поддержкой кодека aptX. Зарядка 15 минут в кейсе дает 2 часа звучания, в наличии влагозащита, изменение громкости прямо с ушей. Сигнал передается от смартфона сразу на оба наушника, а не через главный, как у большинства, кстати, ТВС-ок сейчас. Лучший звук, который я слышал из всех беспроводных наушников вкладышей, исключая Huawei-овские уши. Они, конечно, 4-я версия однозначно лучше, но и стоимость у них выше. Комплект стандартный, за исключением окраса бокса. Он чудо. Заряжается бокс только от кабеля Type-C. У кейса есть индикатор состояния и функциональная кнопка для сопряжения. Алгоритм подключения у него как у Apple AirPods. В меню подключения вы можете видеть 2 наушника. Телефон подключается к каждому наушнику по отдельности для меньшей задержки. В шторке как Android, так и в iOS системах вы увидите примерно оставшийся заряд наушников. Ну а если тапнуть в меню по каждому наушнику отдельно, то увидите зарядку каждого уха. Никаких диодов у наушников нет. За 10 минут до полного заряда наушники одноразово предупреждают вас пиликаньем. Узнать же оставшийся заряд бокса можно по диоду-индикатору. При открытии крышки диод будет светить разным цветом. В боксе емкость 400 мАч, в каждом из наушников по 25 мАч. На 4 перезарядки свободно бокса хватает.
хватает. Общая автономность в итоге около 25 часов. Ушки сразу по умолчанию подключаются по кодеку aptX, если ваш телефон этот кодек поддерживает. Впоследствии вы можете обновить прошивку ваших ушей, звук и автономность при этом реально улучшается. Прошивка занимает примерно 10 минут. Наличие кодека aptX в телефоне не является стопроцентной гарантией его работы с этими ушами именно по aptX. Динамики у наушников размером 14,2 мм. Есть функция быстрой зарядки ушей. Уши размером немного меньше AirPods, легче, лично мне они удобнее. Внутренняя часть наушников матовая, внешняя глянцевая. Из ушей они не вылетают, видимой задержки на YouTube нет. Через 200 стены ловят, нереально маленькая задержка в 180 миллисекунд. PUBG играть вообще не мешает. В ушах находятся, разумеется, сенсоры. Можно включать функции play-паузы, изменение громкости, перелистывание треков, вызов голосового помощника. И отвечать на звонки тоже можно. Все через сенсорную панель. Ложных нажатий не бывает. Динамики в наушниках от японской фирмы Daikoku. Звучание объемное, чисто и сбалансированное. Верхи, низы и середины звучат без перекосов. На максималках у ушей даже и намека на хрип нет. Запас громкости лютый. И повторяю, если сравнивать среди вкладышей, у этих ушей лучшее звучание после Huawei в данном ценовом сегменте среди топов. Работа микрофонов хороша. Как я уже говорил, находясь в помещении, никто не жаловался на плохое качество и не понимал, что я говорю по гарнитуре. Цена ушей в районе $100 с доставкой. По ссылке в описании к видео. Продают уже давно, с 2019 года, и логично предположить, что чем новее модель, тем лучше. Но пока у Vivo ничего лучше не выходило. Были еще Vivo TVS Neo, облегченная модель данной модели, но лучшими я их не назову. Они чуть-чуть урезанные, у них есть поддержка кодека aptX Adaptive, и стоимость у них лояльнее. То есть, если вы хотите хороший звук у вкладышей и у вас до $100, наверное, надо посмотреть больше на них. Про Vivo TVS 2019. Защита от влаги IP54 скромная, но звук у них супер топ. Во всяком случае, за их ценник. Резюмирую, если вы хотите купить беспроводные наушники, я бы начал по-любому с беспроводных наушников вкладышей. Если у вас есть iPhone, то логично, что вам нужно покупать AirPods. Как многие говорят, AirPods это не про звук. Хотя AirPods играют, наверное, лучше, чем половина топа, который вы сегодня видели. И это не потому, что я за них топлю. Я специально их не вставил в топ-10 этих наушников для того, чтобы мне не писали, что я фанатик яблока. Два моих основных телефона — это Samsung S21, который я, кстати, не особо и люблю, и OnePlus 9 Pro, который люто греется. Но хожу я именно с ними. Снимаю ролики на 11 Pro Max от iPhone, на OnePlus 7T Pro и иногда на камеры. Какие именно, вы можете увидеть на канале, на них обзоры были тоже. По беспроводным ушам. Еще раз, если у вас есть $20, вы смотрите в сторону QCY. Если у вас нет лимита по бюджету, в сторону Huawei. Если вы хотите как-то сэкономить, пытайтесь на распродаже купить что-то из Vivo. Если вы фанат Xiaomi и у вас телефоны Xiaomi, пожалуйста, в топе есть где-то 4 пары этих наушников, и вы можете выбрать любые, они все топ. Но не настолько топ, насколько Huawei. Вкладыши выпускаются редко. Все, что я нашел из нового, я вам об этом сейчас рассказал. Надеюсь, вы поддержите комментарием. Помните, что на канале конкурс за лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. Помните, что все, что вы напишете в комментариях, я постараюсь купить, если это интересные товары для моих зрителей. Не забывайте подписываться на телеграм-канал со скидками. Не забывайте добавляться в телеграм-канал взаимопомощи, где люди советуют друг другу, что купить, либо как решить проблемы с теми или иными гаджетами. Все контакты в описании. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.